Всем привет! Сегодня разберем такую тему, почему не удается нормально натянуть цепь. А именно у нас цепь то натягивается, то провисает. То есть равномерного натяжения нет. Разберем три основных причины, почему так происходит. И расскажу конкретно, с чем столкнулся я. Итак, есть всего три основных причины, почему цепь то натягивается, то провисает. То есть, когда мы вращаем цепь, у нас в одном состоянии цепь нормально натянута, но там, допустим, еще немножко провернули цепь, у нас, получается, она провисла. Ну и первая причина — это кривой коленвал. При неправильной эксплуатации, а именно там перетянули цепь, подтягивали цепь на горячую, потом оставили, она потянула за собой коленвал, когда остыла. В общем, все это есть у меня на отдельном видео. Но суть в том, что при неправильной эксплуатации у нас деформируется коленвал. То есть он у нас имеет потом большое биение. Но на фирменной технике такая проблема редко встречается, так как здесь все-таки у нас идет хорошо закаленный коленвал. Здесь у нас просто может со временем выйти из строя подшипник. Но чтобы именно согнуло коленвал, я такого не встречал. Это больше проблема именно китайских пил, на которых коленвал у нас сыромятина, то есть он гнется. Ну и затем вы имеете кривой коленвал. Естественно, один раз провернули, у вас цепь натянута. Затем еще раз провернули, у вас цепь висит. То есть в таком случае проблему решит только замена коленвала. Вторая проблема — это вот этот вот венец. Вот такой вот. Либо же цельная звездочка приводная. Она также может иметь биение. И опять же при провороте в одном положении у нас цепь будет нормально натянута, в другом она будет у нас провисать. Это опять же таки касается в большей степени китайских комплектующих, а именно венцов и звездочек. На оригинале здесь у нас все в порядке, то есть биения практически нету и цепь нормально натянута во всех положениях. Немного дополню, что именно вот китайские венцы на самом деле по допускам имеют нормальное биение, то есть они у нас не имеют форму яйца. То есть китайские венцы можно использовать. Но цельные звездочки китайские, они у нас в форме яйца и имеют большое биение. Поэтому цельные звездочки лучше ставить всего оригинал. Ну и третья причина, как вы уже поняли, это направляющая шина. У меня на столе три шины. Это оригинальная шина Штиль, 325 шаг. Вот такая вот шина Эко. Это у нас, правда, 3/8 шаг. И шина Хольцформа. Это тоже 325 шаг. Данная шина у нас по отзывам вроде бы неплохая. То есть по качеству металла нету там сколов, как на дешевых прям китайских шинах. Но она также у меня через год вышла из строя. Заклинил подшипник, то есть он туго вращается. Я уже его чистил, смазывал. Это особо не помогло. То есть очень туго вращается звездочка. И, собственно, данная шина кривая. Сейчас покажу, в чем ее кривизна. Итак, берем шину, берем цепь. Так, установили. Так, переворачиваем пилу. Ну и немножко подтянем. Так, теперь надеваем крышку. Так, все, зажали шину. Ну и, собственно, вот в чем проблема. Смотрите, берем, проворачиваем цепь. Вот так вот потихоньку. И вот у нас что получается. В одном моменте у нас цепь натянута, в другом она уже висит. Я думаю, это видно.
Опять-таки еще раз проворачиваем. В одном положении у нас цепь натянута, все нормально. Но стоит нам еще немножко протянуть цепь, и она у нас уже в одном положении висит. Я думаю, все наглядно видно. И проблема данной неисправности кроется в звездочке шины. То есть она также у нас имеет форму яйца. То есть в одном положении у нас цепь натянута, все нормально. В другом положении она у нас висит. В таком случае натянуть нормально цепь не получится. Мы либо ее натягиваем по самому большому провису, да, то есть подтянули нормально цепь, но при дальнейшем провороте у нас в каком-то положении будет перетянута цепь. Либо мы ее натягиваем вот как в данном случае, но тогда она у нас при провороте будет висеть. Ну и сами понимаете, что работать вот такой вот шиной, которая имеет у нас биение на звездочке, не совсем будет, скажем так, правильно, потому что на пользу инструменту это не пойдет. Потому что мы работаем, обороты большие, у нас цепь то натянута, то висит, собственно, будет быстро разбивать шину, будет жрать венец и звездочку приводную. Ну, собственно, ни к чему хорошему не приведет. Итак, теперь снимаем опять-таки эту шину, установим шину Эко. Посмотрим, что она покажет. Шина Эко у нас имеет шаг 3/8, поэтому нам придется заменить венец. Снимаем стопор. Снимаем шайбу. Ну и снимаем сам венец. Данный венец на 325 шаг. Мы установим 3/8. Так, раз. Шайба. Стопор. Так, берем цепь. Берем шину. Так, немножко подтягиваем и фиксируем. И проверяем. Все то же самое. Проворачиваем цепь. В одном положении она у нас натянута, в другом положении она провисает. Все точно так же, как и с шиной Хольцформа. Так, снимаем данную шину и посмотрим, как себя покажет оригинал.
Так, устанавливаем шину. Так, подтянули, зажимаем гайку и проверяем. Ну и как мы видим, на оригинальной шине у нас провисания цепи нету. А это значит, что шина ровная, звездочка здесь у нас не имеет форму яйца. То есть все в порядке. Ну а теперь подведем итоги. Можно, конечно, сказать, что данная шина поработавшая, у нее рассыпался подшипник, и, собственно, из-за этого имеется вот такое вот биение, из-за чего, собственно, то провисает цепь, то натягивается. Но на самом деле нет. Вот у меня имеется новая шина, это китайская шина, краска вся на месте. А если вы работали китайскими шинами, то вы знаете, что немного поработав, здесь все облазит. То есть шина абсолютно новая, но у нее те же проблемы, что и на шине Хольцформа. То есть также имеется биение. Ну и, собственно, в очередной раз убеждаюсь, что лучше всего использовать оригинальные запчасти, оригинальные расходники, так как у них качество исполнения в разы лучше и ресурс в несколько раз, а то и в десятки выше. Ну а что вы об этом думаете? Какими расходниками вы пользуетесь, оригинальными либо же китайскими? Пишите в комментарии. Ну а у меня на этом все. Всем пока.